Первым делом ищем вот такие приросты. Это также могут быть волчки, которые выдавило из толстых веток, или даже прямо из штамба. Макушка здесь трава, а чем ниже, тем менее податливее. Значит, становится одревесневшие. Такое состояние ветки я называю фазой пластилина, когда дерево формирует, лепит то, что и надо. Так, смотрим по почкам. В верхней части они такие напоминают капельку. Надеюсь, видно. А чем ниже, они такие более рельефные, более выраженные. Надеюсь, фокусируется нормально и вам видно. Вот эта веточка годилась к прививке уже где-то 20-22 мая. Это понятно, что в разных регионах эти сроки могут смещаться. Здесь я выбрал, вот оставляем вот эти нижние почки, и примерно вот такой черенок я выбрал для прививки. Лучше всего подойдет метод за кору, но не в расщеп. А если делать в расщеп, то расщелина, в которую будем вставлять черенок, может ее слишком сильно зажать и повредить волокна, так как веточка же еще не до конца древесневшая. Допустим, у нас нет такого прироста. А есть вот такая древесневшая ветка, но без набухших почек. Почки здесь рельефные, выраженные. Если сравнивать с фазой пластилина, то эти почки, они как бы более законсервированные. И чтобы они проклюнулись, понадобится больше усилия. Для этого я убираю вверх и обрезаю все листья. И примерно через неделю, как только почки начинают проклевываться, уже можно прививать. Далее перенесем это и на сливу. Слива просыпается чуть позже абрикоса, и ее вот такие молодые ветки тоже вызревают для состояния прививки чуть позже. Вот она будет годиться где-то 5 июня. А на абрикосе, как я сказал, где-то 22 мая. Теперь так бегло по другим деревьям. Это вот алыча. Вот эта почка годится. Это щелковица, тутовник. Прошлогодняя прививка тоже. Вот есть почечка. Если вот этот побег убрать, то она бы пошла в рост. И вот эту ветку можно было привить. Яблони. Это тоже прошлогодняя прививка. На яблоне всегда можно найти почку. Не обязательно ждать вот свежего прироста. Дальше. А это груша. На ней тоже всегда есть материал, и даже больше, чем на яблоне. Потому что прирост этого года быстро древеснеет. Это почка на прошлогодней ветке. А вот эти на веточке этого года. Вот я макушку обрезал, точку роста убрал, и уже вот эти почки трогаются. И жесткости достаточно, чтобы привить. Далее персик. На нем тоже побеги этого года, как и на сливе, до состояния прививки вызреют где-то после 5 июня. Вот я бы прививал его. Если надо прямо сейчас, то тогда обрезал бы вот эти листья и оставил вот эту точку роста. Но здесь будет лучше видно. Вот убрать листья и оставить то, что вот в середине. Ладно. Всем удачи и до встречи на грядках.